История советницы Чанли. Слова человека, который неоднократно встречался с ней. Вы когда-нибудь слышали о советнице Чанли? Многие шепчутся, будто ее почти не видно в городском совете. Мол, она все время уединяется и незаметно дергает за ниточки. Рассказывают о ней самые странные вещи. Например, что она неоднократно была генеральным секретарем при дворе, но, обидев сильных мира сего, была сослана в Цзиньчжоу. Или что она потомок какого-то затворческого рода, стремящегося заполучить власть. А кое-кто клянется, что она в один миг обманом стравила целых две разбойничьи банды, заставив их перебить друг друга. Все это лишь верхушка айсберга. Слухи о Чанли ходят самые разные. Но я-то встречал Чанли лично. Могу сказать точно, она не из тех, кто жаждет славы и почета. Она действует в тени, чтобы люди жили лучше, и охотно отдает лавры другим. Позвольте поделиться с вами ее историей. От самого появления в Цзиньчжоу до становления лучшей советницей молодой магистры. Прибытие в Цзиньчжоу. Жители Цзиньчжоу практически все знают имя Чанли. Хотя многие лишь краем глаза замечали, как она быстро идет то ли на совещание, то ли на встречу с горожанами. И правда, всего за короткий срок она успела сделать уйму дел. Организовала обновленный приют для беженцев, выбила снижение торговых налогов, да и в целом помогла восстановить после битвы под полумесяцем. Репутацию свою в Цзиньчжоу она заработала настолько быстро, что когда юная Джинси была назначена магистром по воле здешнего стража, Чанли уже добровольно предложила свою услугу в качестве ее советницы. Правда, злые языки тут же зашептали, что Чанли на самом деле жаждет власти и может в любой момент свергнуть девочку магистра. Но правда в том, что именно Чанли сама передала полномочия в руки Джинси и спокойно отошла в сторону. Джинси должна учиться на собственном опыте. Как-то сказала Чанли, глядя на сомневающихся чиновников. Мой долг лишь направлять. Все эти разговоры о захвате власти – глупости. Не успели люди опомниться, как город начал понемногу расцветать. Грабежей по дороге стало меньше, сельское хозяйство оживилось. Горожане перестали хандрить под грузом вечных войн. Конечно, официальную похвалу чаще всего получала магистр Джинси. Чанли же всегда оставалась в тени. Думаю, именно так ей и хотелось. Учители и магистрат. Джинси хоть и молода, но целеустремленна. Прежде чем официально стать магистратом, она днями и ночами корпела над толстыми фолиантами о законах и управлении городом, явно не подходящим для ее возраста. Рассказывали, как она бормотала под нос фразы вроде Тот, кто не видит истоков порядка и хаоса, не может творить законы. Однажды еще до вступления Джинси в должность, Чанли нашла ее во дворце, окруженную стопками книг. Говорят, в этот момент Чанли заметила что-то родственное в старательной упрямой девочке. Сама Чанли как-то рассказывала мне об этом. Джинси подняла на нее взгляд, полный надежды, и спросила, Как мне стать хорошим магистратом и принести городу мир? на что Чанли спокойно ответила, Это нелегкая задача. но потом добавила. Раз ты хочешь даровать Джинчжоу мир и процветание, я помогу тебе. Сделаю все, что в моих силах, чтобы ты добилась успеха. Так Чанли стала не только советницей, но и настоящим учителем для юной магистрата. Она приучила Джинси выходить к людям, проводить обряды, общаться с горожанами и не тонуть в бумагах. Не погрязай в бюрократии. Наставляла Чанли, когда видела стол Джинси, заваленный документами. Выйди к жителям, почувствуй их нужды. Лишь так можно их направлять. Под руководством Чанли Джинси лично помогала деревням, пострадавшим от войны. Со временем горожане сами поверили, что их молодая правительница действительно способна избавить Цзиньчжоу от беды. Чанли же тихо продолжала наставлять магистрата, словно сажая зерна знаний, давая им возможность со временем окрепнуть и принести плоды. Советница, разглядывающая муравьев. Местные в Цзянчжоу любят рассказывать всякие баечки о Чанли. Например, один стражник в охранном пункте утверждал, что видел, как она целый день разглядывала муравьев во дворе. Он уже решил, что она бездельничает.
А потом внезапно преступник, которого они безуспешно разыскивали, сдался сам. Думали, это ловушка. Но как только Чан Ли вошла, преступник перепугался и сознался во всем, даже в старых грешках. А советница вдруг исчезла, будто и не появлялась. Вот такая она, Чан Ли. Способна одним взглядом парализовать опасного бандита и при этом часами задумчиво наблюдать за насекомыми. Сочетание мягкости и скрытой мощи. Она как будто решает, какую сторону своей натуры показать в зависимости от того, с кем имеет дело. Книжная лавка, изменившая ее судьбу. Хотите узнать о детстве Чан Ли? Расспросите владельца лавки Чан Цина. Он до сих пор вспоминает огневолосую девочку, которая чуть не спалила ему магазин. Случилось так, что она, будучи еще ребенком, использовала магию огня. Или силу эха, никто точно не знает. Как факел в закутке с книгами. Кончилось тем, что некоторые страницы обуглились. Когда Чан Цин это заметил, разъяренный он помчался за ней с метлой, но та убежала. Через неделю девочка вернулась с горстью мелких монет. Извинялась и сказала, что ей позарез нужны эти книги. Чан Цин сначала держался строго, но потом, видя ее отчаянное желание учиться, смягчился. Только не вздумай снова поджигать мой магазин. Предупредил он. И не мешай моей торговле. Так он дал ей ключ и лампу, разрешил приходить по вечерам, когда нет посетителей, а по утрам она должна была открывать лавку. С тех пор Чан Ли часами сидела в тишине среди фолиантов, то и дело обогревая помещение в холодные дни. Слава богам, уже без возгораний. Однажды она исчезла и долго не появлялась. Люди судачили, мол, пропала девочка, то ли ее схватили в другом городе, то ли с ней случилась беда. Но годы спустя, когда Чан Ли уже стала известна как влиятельная чиновница, она вернулась и тайно отреставрировала вывеску и ворота лавки Ян Цин. Оставила записку с рисунком перьев цвета багровой охры. Чан Цин сразу понял, это та самая девочка, которую он когда-то приютил. Ученичество у мастера Сюань Мяо. Корни ее мудрости и стиля ведения дел восходят к мастеру Сюань Мяо, значимому путешествующему ученому, который обожал играть в вэйци. Он брал Чан Ли с собой по всему Хуанлуну, показывал ей, как каждое действие влияет на общую картину, словно ходы в настольной игре. Чан Ли рассказывала, что иногда мастер Сюань Мяо показывал ей незавершенные партии и смотрел, как она ответит на тот или иной ход. И почти всегда оставался немного недоволен, как будто ждал от нее чего-то особенного. Той самой идеальной комбинации. В конце жизни, когда он понимал, что дни его сочтены, мастер Сюань Мяо вручил Чан Ли записи своих партий и личный дневник, полный упоминаний о загадочном существе, обладающем немыслимой силой и чуть ли не вечной жизнью. В этой незаконченной партии ты найдешь мою высшую истину. Сказал он ей перед смертью. Этого момента Чан Ли продолжала его дело, пытаясь постичь все тонкости и тайны, которые ее наставник оставил ей. Предсказанная встреча. Согласно дневнику мастера Сюань Мяо, следующим ключевым пунктом была именно пограничная земля Цзиньчжоу. Говорили, что рано или поздно там появится некий таинственный герой, обладающий колоссальной силой и способный привести мир к новому будущему. Но Чан Ли никогда не полагалась лишь на слепые пророчества. Она искала возможность самой укрепить власть и при этом упорно работать, чтобы в момент X быть готовой ко всему. И когда весть о могучем незнакомце, отбросившем возрождающуюся угрозу Тринодиана, прокатилась по округе, Чан Ли немедленно выехала из столицы Минтина обратно в Цзиньчжоу. На пристани лил дождь. Она увидела путника, который явно застрял там в дождливом сумраке, не зная, куда податься дальше. Вы застряли здесь из-за дождя? Спросила она тихим, ровным голосом, встретившись с ним взглядом. В тишине слышался лишь дробный стук капель по зонту. Мало кто знает, что именно произошло дальше, но похоже, что Чан Ли наконец обрела ту самую фигуру из легенд, о которой писал ее наставник. И именно в этот момент сошлись все нити ее долгого пути. От девочки-бродяжки в книжной лавке до уважаемой советницы и хранительницы тайн знаний. Размышления Чан Ли. Такова Чан Ли, как я ее вижу. Мудрый стратег и при этом скромная наставница,
готовая без лишнего пафоса поддержать любого, кто стремится к лучшему. Она та, кто в детстве часами сидела с книгами под лампой в лавке Янцинь, а взрослая уже разгадала хитрые политические узоры Хуан Луна и стала другом и опорой для юной магистрата Джинси. Считает ли ее хитрым интригантом, способным одним словом натравить разбойников друг на друга? Или великодушной героиней, что может одним взглядом вывести преступника на чистую воду? Возможно, она соединяет обе крайности, но где бы ни объявилась Чанли, там проблемы словно сама собой расплываются, а люди дышат легче. Если однажды вы окажетесь под проливным дождем в полном замешательстве, не удивляйтесь, если вдруг почувствуете чье-то мягкое присутствие за спиной. А обернувшись, увидите, как огненная прядь волос оплескивает под зонтом, расписанные перьями необычные птицы, и услышите тихий, уверенный голос. Пойдемте со мной. Я покажу вам дорогу.